Здравствуйте, друзья! У нас на юге уже начинает попахивать потеплением. Да, еще сейчас холодно, но уже обещают через недельку-две, обещают хотя бы 10-12 градусов. Для нас это уже прям неплохо. Хотя на севере еще лютуют бешеные морозы. Предстоит много съемок. Я знаю это точно. Весна будет просто безумная. Как бы копим силы и готовимся к предстоящим съемкам. Вот в плане мануальных объективов я готовлюсь к ним точно. Основная моя рабочая машинка вот это. Все с ней в порядке. Ну, немножко потертый корпус с этой машинки. Ну, как бы то ни было, это моя основная лошадка рабочая. Я купил еще один MC. Состояние у него, ну, просто бомбезное. И внешнее, и состояние линз, наверное, самое лучшее. Вот, ну, как бы то ни было, его вначале нужно протестить. Мало ли, где-то что-то там я собрал не до конца, где-то там не засунул в то место. Линзы должны там максимально быть на тех же местах, на каких они и были. Вот, этот у меня самый первый, на него я снимал, именно на него, вот тот фильм, который я показывал много раз. У него задняя линза под замену, она и с пузырьками, там много пузырьков и царапины. Это не видно на камеру. Это не видно, но как бы то ни было, лучше ее заменить. Возможно, я найду донора и сделаю это. Вот, кроме задней линзы, с ним, ну, все более-менее в порядке. То есть я подкупил себе еще один вот такой, потому что буду вот этими двумя пользоваться. Этот как самый запасной у меня уедет. То есть две камеры, два одинаковых объектива. Именно так я работаю, чтобы всегда был дублирующий аналогичный объектив. Далее. У нас на барахолке я закупил вот этот. Цена этого была где-то 1700-1600. Именно сам объектив плюс доставка. Да, где-то 1600 на Авито. Цена этого 1800 у нас на барахолке. Видно, что он прям, у него здесь и закисшие ржавчиной болты. И все в грибке. Вот это вот очень любопытно. То есть я заглядываю, у него все пятнистое. Это все грибок. Насколько я понял, он воняет грибком. Вот все в грибке. Но меня это не сильно смущает. Это потому что у меня опытный образец. Вот он. Тот, о котором я говорил. 1800. У него линзы в отличном состоянии. Это главное. Самое важное, что линзы у него в отличном состоянии. 83 год. Все крутится. Он даже... В принципе, это крутится замечательно. И самое важное, когда я на него посмотрел, я понял, что на моем MC, тот, который вроде как в идеале, но очень туго ходит, надо его смазывать, а он-то собран неправильно. Собран неправильно. Вот если посмотреть, здесь у нас на бесконечность и здесь на бесконечность. И вот давайте я покажу поближе. Видите разницу? И я понял, что... бесконечности на моем нет. Вот такая история. То есть 100% его нужно будет разбирать обязательно. Но теперь у меня появился хотя бы какой-то подопытный, где я это все отработаю, потому что я немножко побаиваюсь лезть. Так, этот и еще чудовище, которое пока останется в секрете. Вот, но я хочу показать вам вот этого красавца. Мне пришел подарок от Антона Величко из города Яровое, это Алтайский край. И я очень благодарен за этот объектив. Мы просто связались на ютубе. И я считаю, что это замечательно, когда интернет вот так объединяет людей, связывает людей. Мы обменялись подарками. Конечно, я продолжу, мне кажется, обмениваться подарками, как только у меня что-нибудь интересненькое появится, потому что этот объектив, это именно КМЗ Юпитер 9, это портретник бомбезный. И это именно с буковкой П из ранних версий. И он считается одним из лучших. Несмотря на то, что я люблю литкаринские объективы, и есть очень много версий именно литкаринских Юпитеров 9, этот все-таки считается лучше. Возможно, нужно делать тесты, но... на основные наши обзорные сайты типа Радоживы и все-таки авторитет Аркадия Шаповала, он считает этот вот самым вкусным. В принципе, по нему нечего сказать. Он ходит, гуляет, но немножко вот видно, что смазочки маловато в диафрагме, но во всем остальном он в отличном состоянии. Сухая диафрагма. Мне очень любопытно
на него поработать. 85 мм, я думаю, это будет очень интересно и вкусно выглядеть в кадре, плюс занаровское размытие, ну и плюс он делает, я уже сделал пару тестовых все-таки снимков, вот Юпитер 9, вот хоть убейте, но какую-то такую добавляет вот так называемую пленочность, которую не добавляют другие объективы. Вот эти все, да, резкость, огонь, они ну почти как современные лупят. Понятное дело, она отличается, все-таки там просветление уже современное, но они дают резкую, стабильную картинку. Здесь то же самое. Эти братаны дают резкую, стабильную картинку. Только, возможно, есть какой-то софт. Вот на этих есть софт на 2.8. Только на 2.8, там немножко придавливаешь. Да, там 3.2 уже все. Софт этот пропадает. И то в зависимости от освещения. Где-то и на 2.8 нету софта. И они, ну, плюс-минус дают современную картинку. Этот же, он прям такое дыхание пленки. Вот действительно дыхание пленки, это очень любопытно, я хочу на него поработать. Я подумаю, буду ли я делать на него разбор. А если вы скажете, сделай разбор, потому что есть уже разборы на ютубе, я думаю, зачем это делать, если есть. Но надо посмотреть, возможно, они не такие подробные, не такие крупные планы и так далее. Бывает там вот так вот общим планом что-то человек делает. Напишите, пожалуйста, если вам нужен разбор этого объектива. Я его с удовольствием сделаю. Этот разбор будет обязательно, потому что ничего путнего нет на ютубе. И разобрать его надо. Это народный объектив. Ну, его нужно разобрать и сделать нормальный разбор. Потому что есть там один разбор, человек так делает, не смотрите, не дай бог вам разбирать его так же. Ну, неправильно он его, очень-очень сильно неправильно. Что касается героя сегодняшнего. Цена вопроса была 800 рублей, и я решил взять. Это у нас чудовище на схеме флектогон Юпитер 12. Да, будет ли тест этого объектива? Скорее всего, нет. Почему? Сразу объясняю. Первое, у него убита в хлам передняя линза. Это плохо видно на видео, но количество царапин ну просто зашкаливает. Сейчас попробую это показать. Ни одного живого места. Вот поэтому тестов, скорее всего, не будет. Переднюю линзу нужно менять, как минимум переднюю, или невозможно будет оценить какие-то оптические свойства. Есть ли смысл делать тесты объектива, ну просто с упоротой передней линзы? А зачем? То есть будет плохая картинка, будет все в муаре. То есть будет ли снимок? Да, будет, да все будет. И видео сниматься будет, и фото сниматься будет. Но у него задняя, которая голая, в более-менее терпимом состоянии, хотя и то, вон, царапины есть, вот, все в царапинах. То есть линзы под замену. Найду ли я донора? Ну, продают там какие-нибудь технические по 1000, по 1500. А толку они другие. То есть у них уже другое просветление, у них уже другие линзы. Здесь у нас 58 год навскидку. Там это 70-е и так далее, уже лыткаринские. То есть, если бы найти по дешевке технически вот именно 50-х годов, то можно было, ну, сделать аналогичными линзами, хотя бы примерно. А здесь я заменил на более современные 70-х, 80-х. И картинка будет уже не та. Это уже другие линзы, это уже другой завод. Лыткаринских очень много технических. Ты просто берешь, ну как бы выкрутил, по идее, заменил и так далее. Вот такая история, поэтому я подумаю пока по линзам. Побаиваюсь я его ставить на свою все-таки камеру, потому что, ну, люди ставят, не знаю, ну вот жмет у меня. Жмет вот эту вот развалину ставить на Соньку свою там за больше 100 тысяч. Хотя люди ставят. Так что давайте его для начала разберем, приведем полностью в рабочее состояние, а будут тесты или нет. Найду линзы, заменю здесь и здесь. И будем тестить. Как обычно, нам нужно отделить линзоблоковую часть от нашей части геликоида механической. Что нужно сделать для начала? Берем, вот просто хватаемся за заднюю линзу и ее откручиваем против часовой. Вот так у нас весь задний линзоблок будет выкручиваться. Выкрутили. Аккуратненько ставим. Теперь берем
ставим ее на отметку, ставим это кольцо на отметку бесконечной, чтобы у нас вот немного вылезло вот это кольцо с диафрагмой. Потому что если мы поставим на отметку метр, то у нас оно утапливается. Выставляем его на отметку бесконечность. Теперь берем вот этой частью ладони, вот так прикладываем плотненько, хватаемся за среднее кольцо и против часовой выкручиваем кольцо диафрагмы. Берем и вот так вот. Если это может быть больно, вот оно пошло. Вот оно у нас просто выкручивается. Если это больно, подставьте какую-нибудь нескользящую ткань вот сюда. Видите, оно следы оставляет. Неприятно, но только так его можно выкрутить. И вот оно у нас пошло. Выкручиваем линзоблок. Естественно, это все нужно будет чистить. Вот у нас стандартно остается в наших руках геликоидная часть отдельно. И здесь у нас вся эта история. Линзоблок, диафрагма, юстировочное колечко. Закручиваем обратно эту историю. Пусть оно пока будет у нас вместе. Вот так. Потом будем заниматься, как обычно, линзоблоком у нас отдельно. Сразу запоминаем. Вот у нас отметка на метр. Вот красная линия, отметка метр. И геликоид, он вот в один уровень, ну практически на какую-то долю миллиметра вот он выходит. У нас геликоид практически в одну линию вот с хвостовиком. Посмотрите. Вот запоминаем. Чтобы потом, потому что я ни разу его не разбирал и не собирал, я понятия не имею. Сейчас, чтобы мы не мучились с вами. Вот в одну линию. И потом, когда мы уже это соберем, смажем, чтобы оно точно так же на отметке 1 метр стояло в один уровень. Ну и теперь откручиваем кольцо фокуса. Вот у нас болтики. Болтики я рекомендую все-таки выкручивать полностью, потому что можно их посеять. Когда вы будете мыть, а здесь нужно все промывать жестко. Открутили и снимаем наше колечко. Вот тут, где значение 22, и вот мы опускаемся вот к этому концу, здесь есть у нас царапина. Она здесь была, вот я его открыл, то есть, допустим, заводская. Скорее всего, это метка, что при значении в 1 метр, когда мы его будем собирать, здесь вот 1 метр был, вот видите, в уровень 1. Вот возле этого края должна быть эта метка. И выкручиваем наше стопорное колечко. Далее нам нужно открутить всю хвостовую часть, она цельная вместе с делениями диафрагмы. Здесь есть один единственный болтик, вот он, я его уже немножко наживил. Его откручиваем. И теперь просто хватаемся за геликоид, за хвостовик и откручиваем. Вот так вот. Полностью весь хвостовик вместе с нашими делениями диафрагмы. Просто откручиваем его до конца. Здесь у нас есть еще стопорные винты, здесь и аналогично вот здесь. Давайте мы как-то обозначим, потому что я уже начинаю путаться. Естественно, никогда в жизни его не вскрывал. Вот смотрите, у нас есть на внутренней части геликоида вот такая царапина. И давайте мы сделаем вот царапину вот здесь. И тогда мы будем знать, что вот именно в таком положении, чтобы здесь была царапина и здесь. Оно должно потом, потому что ведь мы можем и этой частью его собирать. Но оно должно быть в таком положении, как сейчас. Здесь у нас уже есть царапина. И давайте мы небольшую, ее видно не будет. Царапину сделаем вот здесь. Вот мы сделали пометку. Вот, ее видно. И теперь мы можем смело их откручивать и понимать, что при сборке вот они должны вот в таком же положении быть, на примерно одной линии. Выкручиваем болты. И вот вытаскиваем. Да, они одинаковые, вы их не перепутаете. Ну и теперь
пробуем выкрутить нашу геликоидную часть. И вот она у нас полностью вышла. Не забываем, что геликоид у нас двойной. В принципе, без проблем теперь выкручивается. Достаточно просто задеть ногтем или инструментом, и он просто выкрутится вот отсюда. Внутренний геликоид. Но я на данный момент без понятия, как вот его потом правильно на правильное место поставить. Я заметил здесь одну вещь. Вот у нас мы видим внутреннее кольцо, которое выкрутится. И я заметил здесь вот, где заканчивается кольцо, вот видите, в этом месте у нас царапка. И эта царапка, вот она заканчивается вот на одном уровне, где это кольцо. Вот. Мне кажется, вот это и есть некий такой ориентир. То есть мы должны будем это кольцо закрутить так же, чтобы вот наше колечко, вот оно было в уровень вот с этой царапиной. Сейчас я это инструментом докручу. И мы просто берем и это все выкручиваем. Все в смазке, все липкое. Вот оно вот так вот выкручивается и полностью выходит. Ну, что я могу сказать? Механическая часть полностью разобрана. Начинаем сборку геликоида. Давайте вначале внутренний. Смотрите, здесь какая есть подсказка. Вот у нас есть тут царапина. Есть царапина вот здесь внутри. Вот она. И история такая, что на самом деле в таком положении оно должно быть. Мы закручиваем его до упора. Резьба, сразу говорим, многозаходная. Нужно будет подыскать. Вот смотрите, чтобы здесь эти линии, вот они показались, и вот оно до упора дошло. Все, вот оно стукнулось до упора. И чуть-чуть назад, и вот оно сразу выглядывает. И мы видим, здесь оно все есть. И сейчас ищем вот ту подсказку. И вот оно, видите, здесь точно так же в уровень. Вот в уровень этой полоски. Вот это внутреннее колечко. Вот это то положение. То есть на самом деле несложно разобраться и сделать какие-то метки, но так как оно все в смазке, все в жире, ты вообще не понимаешь, как оно работает. Вот как только ты все это очистил, сразу немножко понимания приходит. Смазываю тонким слоем. Мне кажется, здесь вообще нужно смазать чуть-чуть. Главное, чтобы оно было равномерно. И теперь давайте вот эту всю историю ловить. То есть мы просто берем и начинаем эту тему накручивать. Тут она уже пальцами заходит. Вначале ключом выкручивал. И начинаем. Угадал. Ну вот мне сразу повезло. Я вот тупо методом тыка случайно угадал. Вот оно. Вот сразу оно выскочило. Если нет, то вы понимаете, она многозаходная. То есть выкручиваем немножко назад, чтобы прощелкнуло. Закручиваем дальше. Если опять не угадали, немножко назад. Закручиваем сильнее и так далее. Проверяем нашу историю. Вот здесь. Здесь. И ищем нашу меточку. И вот. Меточка точно так же. Начинаем вторую часть геликоида состыковывать. Здесь все просто. Смотрите, отталкивайтесь. Вот у нас отверстие под стопорной винт. Отталкивайтесь на него. Вот эти все метки, ну вот она меточка. Но в первую очередь, естественно, когда я говорю все в смазке, невозможно разобраться. Сейчас все немножко проще. Смотрите, вот у нас есть подстопорное кольцо. И нужно сделать так, чтобы вот оно стукалось в него, но видите, остается маленькая щель. Вот оно чуть-чуть до него вот заходит, вот стукается, когда уже вот винт просто не даст. Просто винт не даст стукнуться, вот оно чуть-чуть не доходит. Вот это правильная позиция. И мы делаем обратно. Здесь точно так же, вот оно не дает, не позволит винт вылететь. Если, допустим, давайте так, вот вы думаете, что это не так, давайте мы прощелкнем еще дальше. Еще дальше вот мы... Так. И вот оно уже не попадает, оно упирается. Здесь, видите, до винта. То есть вот эта позиция была правильная. То есть что нужно сделать? Нужно сделать немножко назад.
И вот у нас правильная позиция. Вот. Точно так же тоненьким слоем смазываем аккуратненько, чтобы оно сильно туда вовнутрь не попадало, в этом просто нет необходимости. Смазали, и теперь начинаем искать положение. Нет. Воткнулось, а давайте дальше. Прощелкиваем. Нет. Еще немного. И вот. Перед тем, как крутить стопорной наш болт, вначале вот эти закрутим с обеих сторон, чтобы все три части между собой связать. Туда тоже немножко потом капнем смазки. Вот такая история. Все, теперь вкручиваем последний стопорной. Вот сюда. Закручиваем хвостовик обратно. Я вот уже наживил. И по идее он должен встать, так как здесь один болт, по идее он должен встать четко на свое место. Просто докручиваем его до упора. И я думаю, что нужно здесь просто дотянуть. Дотянуть и посмотреть, чтобы болтик, была там ямочка, и закрутить болтик. Посмотрите просто, подсветите чем-то. Здесь я вам так не покажу. Ну, чтобы там вот было вот такое беленькое, как и здесь, это значит, что он попал на свою ямочку под болтик. И просто закручиваем. И, кстати, вот уже даже мы выставляем положение метр. И, как я и говорю, видите, тоже в один уровень. Вот. Значит, я думаю, что мы все собираем правильно. Геликоид на своем месте. Болтик закрутили, встал на свое место четко. И теперь можно эту историю немножко разогнать. Теперь выставляем последнее колечко. Последнее колечко у нас встает очень легко. Вспоминаем, что у нас в один уровень это расстояние на метр. И просто берем и выставляем метр. Вот у нас. И просто по дырочкам. Вот у нас дырочки уже на свои места. Все, ставим его на место. Щелк. И закручиваем. Отлично, идеально плавный ход. Так что механическая часть полностью собрана. Далее занимаемся диафрагмой и линзоблоком. Продолжаем танцы с бубном. Нужно опять открутить задний линзоблок, потому что юстировочное колечко ты даже и не вытащишь. Берем и опять его откручиваем. Я не сильно жалею линзоблок, я ручки вымыл, но вообще это все тряпочками. Откручивайте, ну я же говорю, они в состоянии, если задняя еще ну более-менее терпимо, я все равно ее потом тирану. То на тряпочку, то передняя, она просто в смятку, поэтому я не особо жалею. Но вы все эти истории все-таки аккуратненько тряпочками вытаскиваете. Диафрагма, кстати, полностью сухая, 5-лепестковая, честно говоря, блин. Ну, он же и не для портретов. Какой ему там баке нужно, он, наверное, гриппом лупит, так как это ширик. Поэтому, мне кажется, прокатывает и 5 лепестков. Выкручиваем передний линзоблок. Это там, где у нас надпись Юпитер 12. Берем это внутреннее колечко наше. И вот инструментом зажимаем и выкручиваем. Вот так. Вот у нас передний линзоблок. Все в царапинах. Ну, не столь важно. Берем и просто хватаемся вот за это заднее колечко и его откручиваем. Вот так разбирается передний линзоблок. Далее выкручиваем здесь болтик, который двигает диафрагму, и просто выкручиваем переднюю лицевую часть по резьбе. Вот так.
И у нас остается отдельно диафрагма. Скорее всего, с ней вообще делать ничего не буду, потому что она чистая, сухая, разве что немного вот здесь вот вылежу. И остается лицевое кольцо. Я не буду показывать, как я буду чистить линзы. Чтобы сэкономить время, я это много раз уже показывал. Берем микрофибровые салфетки, ватку и вот такую жидкость. Меня она полностью устраивает. И все просто вылизываем, чтобы не было следовой пыли. Вот, плюс тут как бы я это сделаю просто по факту. Вы видели, насколько сильно повреждено. А это мы отмываем опять бензином калошей. Да, если вам нужно полностью разобрать переднюю линзу, вот здесь еще внутреннее колечко, то что так же его выкручиваете, и полностью из оправы линза полностью выходит. Но я в этом не вижу необходимости, просто потому что все равно она должна быть потом под замену. Собираем передний линзоблок. И просто руками затягиваем. Задний уже в сборе. Единственное, я немножко вот эти вот элементы, ну, для себя тирану прямо в середине этого заднего линзоблока. Вот есть внутри черная точка. Скорее всего, там что-то на паутине, пылинка какая-то и так далее. Вот она, прямо по центру. Я без понятия, как его разобрать. Честно говоря, пока не понимаю, и также и силы не получается где-то как-то попробовать открутить. Я думаю, что где-то здесь можно открутить, вот в этом месте, но пока не получается никак. Если кто-то знает, подскажите, как эту историю разобрать, потому что он же, по идее, должен быть разборной. Собираем у нас лицевую часть и саму диафрагму, просто накручиваете. Но перед этим я чуть-чуть смажу, потому что оно сильно сухо и как-то неприятно ходит. Никакой плавности, ничего. Здесь немножко смазки. Сделаю, и будет ходить очень плавно. Итак, смазали. И теперь просто накручиваем до упора. Утыкаемся просто в диафрагму. Все. Уперлись до конца. И теперь смотрите, нам нужно выставить значение. На данный момент нужно немножко назад отойти, для того, чтобы оно свободно. Вот мы видим, что у нас полностью закрыта диафрагма. Значит, оно должно быть на значении, вот мы выставили с 22. И плюс потом оно должно вот свободно ходить. Вот так. Вот и есть. То есть один оборот назад. И все. Оно плотненько ходит. Нам все, что нужно, это чтобы вот оно ходило вот так. Если мы закрутим до конца, оно уже дальше не сможет идти к значению 2,8. Поэтому нужен один оборот назад. Все. Закручиваем болтик. Так, без фанатизма его затягиваем. И теперь проверяем, как у нас оно крутится. Так. И все идеально плавно. И теперь оно действительно ходит намного лучше. Можно добавить немножко побольше смазки. Я, наверное, все-таки сделаю, чутка добавлю, чтобы вот этого скрежета было меньше. Все, осталось теперь только передний линзоблок закрутить и задний. И в целом у нас история начинает уже заканчиваться. Вот так. И теперь закручиваем до упора. Так. Так. И теперь так. И дотягиваем вот так. Здесь у нас все ходит четко и плавно. И даже плавнее и плотнее, чем было. Может быть, потом добавлю немножко смазки, если мне не понравится этот звук. И теперь осталось только опять вкрутить задний линзоблок. Геморройно он, конечно, сделан, честно говоря. Но как есть.
Вот так. Все. И у нас Юпитер 12 полностью собран и готов к работе насколько только можно. Понятно, с учетом убитой передней линзы. Все-таки попробую я сделать какие-то тесты, хотя бы элементарные. Но не смотрите на качество картинки, она может быть ужасная. Так, диафрагма у нас сразу 5,6. И вот такое у нас мыло. Жуткое мыло. Это вот чисто из-за внешней линзы. Что-нибудь скажешь, может? Ну все, забей. Смысл эту историю показывать. Если поднимаешь по ISO, вообще все в каше. Ну и немножко мы походим с ним. Вот какой дикий муар. Это из-за передней линзы. И вот на 8 мы немножко походим. Хоть какая-то резкость есть. Но оно все в гриппе берет. Вот если по экспозиции где-то в 0, лучше даже немножко придавить, потому что ну совсем оно все мыло делает. А там на самом деле здание, вот там где эта дымка, на самом деле здание. Дай-ка я еще немножко. Вот и она появилась. Когда я экспозицию немного опустил. Можно на какие-то иллюзии, призрачные города, ну, такое делать. Да, то есть можно ли найти применение даже таким линзам? Да. Когда там человек выходит, допустим, из обморока там или еще откуда-то, и вот у него такой расфокус, но мне кажется, лучше снять это по-человечески и потом добавить на посте, как мне кажется. Ну что, давайте сделаем выводы. Они будут очень небольшие. Зверек любопытный, но вы все сами видели, я не стал с ним много бегать, в этом нет необходимости, все в жуткой дымке, это 100% из-за линз. Вот, посмотрите на эти линзы вот сейчас, в каком они состоянии, и в тот же момент здесь будет видно, что и на задней тоже есть, вот точно так же есть царапины, то есть, ну все царапины, да, здесь оно получше, но тоже, мягко говоря, не огонь. Вообще любопытная машинка, и поставил я все-таки на свою Соньку, не побоялся. Какая есть идея? Есть идея купить технический вот такой Юпитер 12, то есть без геликоида, по-моему, даже без диафрагмы, хотя нет, по-моему, там что-то стоит. Ну, честно говоря, я в руках не держал. Линзы, кажется, идентичные, только единственное, я не могу найти вот, получается, 50-х годов. Очень дорогие, есть в идеале, но стоят они там по 5-6 тысяч, вот такие объективы, а технических я не нашел. Есть идея купить лыткаринский технический, ну в районе 1000 рублей, с доставкой будет 1300, 1400, где, откуда будет ехать, и заменить полностью линзы. Но вообще любопытный, лупит он гриппом, то есть ты зажимаешь там до 4, 5, 6 там, или 8 и просто тупо лупишь гриппом, у тебя все в фокусе, ну, довольно удобно для, опять же, задач. Вот, единственное, конечно, у него расстояние метр, тоже тяжеловато, но дальномерная техника, везде там у них метр или 1,5, или 2,5, ну, вот так вот. Ни в коем случае не надо сравнивать его с современными шириками, ни в коем случае. Там, где у них там и 40 сантиметров минимальная дистанция фокуса и так далее. Ну, вот, это как быть, но в тот же момент он достался за 800, еще за 1000 получается, с небольшим купить линзы, и у тебя ширик за 2000. Прикольный, прикольный, потому что вообще я посмотрел обзоры, ну, достаточно любопытная картинка, некая альтернатива Мир 1, здесь биогон, там флектогон, нужно делать тесты, Мира у меня нету, то есть тесты я не могу, но кто-то даже любит побольше, так что будем пробовать.